Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. На дворе у нас уже февраль месяц, в Крыму по-настоящему весенняя погода, на улице тепло, плюсовая температура. Я в легкой курточке, в кофте, в общем тепло. Сегодня мы находимся в селе Зеленогорье и отправимся с вами на Арпатские водопады. Попытаемся дойти до самого высокого водопада, высота его около 10 метров, и, конечно же, покажу его вам, есть ли в нем вода или нету. Но сейчас мы находимся возле изумрудного озера, которое называется Панагия. Посмотрите на эту красоту, на это озеро, действительно оно изумрудного цвета. Посмотрите на эти горы. Сейчас здесь нет вообще людей, и находиться в таком месте, когда нет людей, вдвойне интереснее. И я не знаю, как вам объяснить эти чувства с этой природой, как будто ты сливаешься. Что могу сказать по дождям, по снегу в Крыму? Воды в озере не добавилось совсем. Посмотрите, оно очень обмелело. Раньше вода была вот под этот уровень. Посмотрите, вот еще полосы остались, где была вода. На контур берега посмотрите, но оно где-то упало на метров 8-10 уровень воды, к сожалению. И как сейчас видим, оно не добралось после этих дождей, после снегопадов. Неизвестно, что будет летом этим. Надеюсь, что еще весной будут лить дожди. Но пока вот такая у нас картина. Давайте наслаждаться тем, что у нас есть. Озеро, конечно, прекрасное. Несмотря на то, что оно изумрудного цвета, вода в нем, друзья, как я вижу, прозрачная, даже просматривается дно. Вот такая здесь красота, природа, умиротворение. Если будете в Крыму, то обязательно посетите это место, потому что, ну, оно, друзья, прекрасно. Это не сравнится с пляжным отдыхом, с морем. В Крыму еще есть горы и вот такие отдаленные от цивилизации поселочки, в которые можно добраться только на машине. Сюда мы доехали на машине с Евгением. Я когда-то сюда и шел пешком, когда у меня не было транспорта, не было знакомых. Я сюда шел и снимал пешком. Но сейчас мы, благо, добрались нормально. Если будете ехать на автобусе, то из Судака до Морского вам нужно будет доехать. Оттуда уже либо на попутке, либо тоже пешочком, как я, в другие разы сюда дойти. Это, друзья, весна, потому что птички щебечут. Вот даже вороны уже поднялись в воздух. В общем, природа по чуть-чуть уже оживает после зимы. В горах уже первые подснежники появляются. И вот такая здесь прекрасная красота. Среди гор раскинулось вот это изумрудное озеро. Конечно, блин, очень красиво. Я сегодня планирую искупаться под водопадом, если, конечно, в нем будет вода. Посмотрите на эти прекрасные горы. Просто, друзья, нереально здесь красиво, тихо так. Вот мне нравится, когда нет людей. Потому что если летом сюда приедете, конечно, здесь будет много туристов. Сюда возят туристические группы. Поэтому лучшее время для посещения этих мест, это, конечно же, весна, либо осень. Ну или зима, как сейчас. Мы здесь зимой с вами находимся. Вот такая красота. А с этой стороны у нас раскинулся, посмотрите, поселочек Зеленогорье. Это село небольшое, тут всего лишь проживает 250 человек. Размер его очень маленький, но весной здесь все эти холмы зеленые. И я сюда вернусь, конечно же, для вас весной, чтобы показать всю красоту этого поселочка. Но мы сейчас отправимся вот по этому ущелью до главного водопада. По пути нам будут встречаться разные бухточки. Буду вам их показывать, конечно же. Ну что, давайте отправляться в горы, пока у нас солнце не зашло уже за горизонт, пока еще светло. И обязательно запустим в конце квадрокоптер. Покажу вам все эти прекрасные виды с высоты птичьего полета. Погнали! Итак, друзья, для тех, кто не знает, как пройти к водопаду, рассказываю. Вы приехали на площадку, где находится это изумрудное озеро. Сюда ведет единственная дорога, вы точно не заблудитесь. Вот такая площадочка, вот эти горы. Здесь висит вот указатель урочища Панагия и водопад 300 метров. На самом деле до главного водопада идти намного больше, чем 300 метров. Там около 2 километров или километра точно туда идти в гору. И самое главное, что я заметил, смотрите, речка. Вот речка, которая стекает с этого водопада, здесь журчит вода, а это значит, что в водопаде тоже будет водичка. Поэтому мы выбрали с вами удачный день, чтобы посетить этот водопад. Здесь расположены вот такие торговые объекты. Летом здесь можно купить что-нибудь, поесть. Местные тут готовят разные
варенье из домашних, я вам скажу, этих фруктов, которые здесь выращиваются прямо в этом селе. Также здесь очень вкусный мед и чай из горных трав. Местные жители сами собирают эти травы в горах и потом продают их вот отдыхающим. Также здесь можно купить выпечку, но это летом. Зимой, как видим, вообще здесь ничего, друзья, не работает. Потому что зимой вот такие поселочки, они просто вымирают. Тем более этот поселок находится, ну я скажу так, далеко от цивилизации. Тут до моря даже далеко пешочком вы точно идете. 8 километров до моря. Мы прям в горы втиснулись, можно сказать. И сейчас пройдем. Здесь такой мостик установлен. Тоже посмотрите. Вот, друзья, мостик. Но, как видим, в речке есть вода. Летом она, возможно, может пересохнуть. Потому что жаркие у нас такие сезонные бывают. Вот, друзья, речка течет. Значит, мы идем с вами не зря. Конечно, я бы хотел встретить какого-нибудь местного жителя, расспросить у них, чем они вообще здесь занимаются. Но, как видим, на улицах поселка никого нету. Но, возможно, на обратном пути мы все-таки кого-нибудь встретим. Но, честно говоря, вот идешь по такому горному, можно сказать, селу и наслаждаешься вот этой всей природой. Эту атмосферу нельзя передать в видеоролике, к сожалению. Это нужно самим приехать и все это почувствовать. Такая тишина, умиротворение. Ну просто, друзья, не могу вам передать. Обязательно посетите это место, и вам тут точно понравится. Вот с этого места и начинается наше путешествие Карпатским водопадом. Многие, кто давно сюда приезжает, знают, что раньше вот на этом месте брали деньги за вход. Но в последние годы уже деньги не берут, друзья. Место открыто для любых приезжих, для отдыхающих. Поэтому, если кто-то будет у вас требовать деньги, знайте, что это незаконно. Проход сюда абсолютно бесплатный. Здесь река уже полноводней стала прям. Отлично. Вот вначале у нас идет оборудованная тропа до этих ванн. Там есть 3 ванны. Ванна любви, молодости. В ванну любви, кстати, вроде бы произошел обвал и завалило. Она раньше была в виде сердца. Но насколько я слышал, что сейчас там произошел обвал. И свой вид она, к сожалению, потеряла. Но пойдем посмотрим. Здесь, прям в начале ущелья, находится такая оборудованная площадка для отдыха. Здесь есть скамеечки, столики. Поэтому можно прийти, отдохнуть. Я вижу там вон место для костра, пожарить шашлычок и насладиться всей этой природой. Посмотрите, какая красота. Конечно же, я очень прошу своих зрителей, моих подписчиков, чтобы вы не оставляли после себя мусор. Увозите все с собой, выбрасывайте в городе, в мусорные контейнеры. Их в городе очень много. Но даже здесь, как видим, на тропе установлены урны. Вот я вижу, тут мусор валяется. Давайте его в урну закинем, потому что пакеты очень долго разлагаются. Вот, друзья, на тропе есть урны, поэтому хотя бы в урны сбрасывайте свой мусор. Вот, смотрите, подошли к такому месту. Здесь такая рукотворная плотина. Скорее всего, раньше это был водозабор, и отсюда питался этот поселочек водой. Как видим, от него отходит труба, ведущая в этот поселок. Вот так, друзья. Не знаю, сейчас она работает или нет, но водичка есть, и это хорошо. Вот так бежит вода. Давайте попробуем, холодная она или нет. Потому что мне сегодня купаться в ней, ну, я бы не сказал, что холодная. Терпимая, друзья. Но у меня снова нет ни полотенца, ни одежды, чтобы переодеться. Но мы же на самом экстремальном канале Крыма, поэтому обязательно с вами искупаемся. Все, друзья, входим в урочище, в это ущелье. Посмотрите, какие здесь красивые горы. Я уже хочу полетать здесь на квадрокоптере, чтобы показать вам все это урочище сверху, с высоты птичьего полета. Вот так идет вода. Вот здесь, скорее всего, раньше был водозабор, небольшой такой ставочек, но, к сожалению, видим, после сильных дождей, после того, как идут потоки ручья с гор, все камни сносят сюда, всю грязь, весь мусор, и видите, тут оно засорилось. Теперь здесь такая площадка, и протекает всего лишь небольшая речка. Вот, смотрите, тропинка оборудована мостиками, стрелочками, которые указывают, куда нам двигаться. Но воды, я вам скажу, много по сравнению с тем, что я здесь видел, когда мы были в прошлый раз. Прям река горная ожила. Так, давайте идти. Видите, труба идет чуть выше, скорее всего, новый водозабор там находится. И оттуда теперь вода поставляется в поселок. Но, друзья, красота.
Этот маршрут, он очень простой, легкий, даже с детьми. Сюда можете поехать, чтобы показать им крымскую природу. Я очень обожаю крымскую природу. И здесь прям невероятно круто. Я прям иду и наслаждаюсь вот этим всем. Друзья, красота. Вот такое место. Вот это дерево, друзья, это грецкий орех здесь растет. Посмотрите на его ветви, как оно раскинулось красиво. А позади него такие скалы, они прям какого-то бордового цвета. Я не знаю, почему они приобрели такой цвет. Возможно, в них есть какие-то частицы железа. Так, смотрите. Все оборудовано, все очень легко проходится. Поэтому с детьми здесь будет очень комфортно вам. Вот такая речка идет. О, друзья, ущелье, конечно, крутое. Обязательно к посещению. Здесь вот такая лесенка вверх идет. Мы сейчас по ней будем подниматься. Конечно, друзья, круто. Восторг. У меня восторг. Одно, наверное, тоже из лучших мест, которые нужно посетить в Крыму. В 2021. Так, поднимаемся. Здесь я уже слышу прям такой мощный шум воды. Сейчас посмотрим, если там вообще вода в водозаборе в этом. Покажу вам вид, который отсюда открывается. Вон, друзья, село уже позади. Так, спасательный отряд номер 2. Ага, если вдруг с вами что-нибудь случится, вот тут есть номер, чтобы вызвать спасателей. Посмотрите, прямо с горы идет вот такой ручеек, бежит водичка. Вот так, прямо из ущелья, посмотрите. И вот такие источники питают этот горный ручей. И он превращается вот в такой полноводный. Вот такие ванночки. Вот эта, кстати, ванночка похожа на ванну любви. Она в виде сердца, друзья. Возможно, ее расчистили. Но если включить фантазию, то действительно сердце здесь видно. И вот такой первый водопад у нас. Вода вот так стекает прямо туда. Ходят легенды, что если пара искупается в этой ванне, то у них родится ребенок. Не знаю, насколько это правда. Проверьте, потом напишите. Друзья, вот первый наш водозабор. Как видим, он открыт, трубы все открыты, вода здесь не наполняется, а просто стекает дальше по ручью и уходит в море. Вот такое у нас ущелье, по которому стекает вода. Видите вот эту линию? Раньше по эту линию здесь была вода, такая бассейн, можно сказать, в котором можно было искупаться. Вот даже тут построили лесенку. Но на тропе установлены вот такие скамеечки, на которых можно посидеть, отдохнуть, послушать шум воды. Также стоят урны. Это прям большой плюс, что есть урны, чтобы люди не мусорили, а свой мусор хотя бы складировали сюда. Вот такая, друзья, красота в Крыму. Посмотрите на этот ручей. Есть такая поговорка, вода камень точит. И здесь мы можем поглядеть на нее наглядно. Посмотрите, как вода прям в камне, в скале в этом выточилась, я можно сказать, такой проход. Вот такая красота просто. У меня слов не хватает, чтобы вам описать. Я рад, что здесь столько воды много. И вот такие, конечно же, прекрасные горы нас окружают. Конечно, друзья, место удивительное. Обязательно. Еще раз повторюсь, посетите его, потому что вы просто не пожалеете. Так, я хотел бы вот здесь пойти поближе к водичке. Не поступил. Вот ступеньки дальше идут, но мы в обход пойдем. Вот здесь тоже какая-то бухточка, в которой летом можно принять ванну и искупаться. Так, давайте здесь обойдем вокруг. Покажу вам такие ракурсы сверху. Да, друзья, вот как водичка бежит. Вот, смотрите, вот здесь прям такая ванночка. Если вдруг воды не будет в водопаде, мы здесь с вами искупаемся. Посмотрите, она довольно-таки глубокая и в скале. Вытесана прям водой. Посмотрите, какая сила у воды. И вот так все это стекает. Особенно вот в этом месте.
Так, но нам еще нужно двигаться около километра вверх, чтобы дойти до самого главного и высокого водопада. Так, как здесь нам прыгнуть? Да. Так, а там скамеечка в воде. Для кого, интересно, стоит? Непонятно. Посмотрите, здесь, видите, ручьи добавляются. Прям сверху течет ручей. А давайте, ага, к нему мы никак не поднимемся по этой скале. А жаль. Так, немного экстремальных кадров. Встанем на край скалы и посмотрим на эту прекрасную природу. Здесь прям видно, как вода вытесала себе проход в скале. Ну а водопад, друзья, находится вот возле этой горы. Еще идти очень и очень далеко, я вам скажу. Нужно успеть хотя бы до заката солнца туда. И нужно поторопиться, чтобы успеть. Нам еще искупаться и потом возвращаться по темноте уже, наверное. Надеюсь, не будет ночью холодно. Смотрите, как вода вытесала в скале себе проход. Дошли с вами вот до такого интересного места. Здесь находится Арпатский родник. Вот он. Он и летом, друзья, не пересыхает. Вода бьет прям струей из-под скалы. Посмотрите. И говорят, что если здесь попить воды, то вылечишься от любых болезней. Я сейчас рискну, конечно же, и сделаю глоточек воды отсюда. Ну что, пробуем воду из родника Арпатского. На вкус вроде бы нормальная. Если ролики будут выходить дальше, значит я жив и здоров. Но летом, кстати, этот родник очень спасает, когда идешь без воды. А вы знаете, что я хожу в горы всегда без воды, без еды. И попить водички здесь будет в кайф, когда летом идете по жаре. Мы с вами уже дошли до верхних ванн. Вот здесь тоже есть такие ванночки природные. И вот так вода стекает по скале. Уже это можно назвать водопадом даже. Но это не самый большой водопад, к которому мы с вами движемся. Он находится еще дальше. Поэтому путь мы свой продолжаем. И дойдем прям до него сегодня. И я искупаюсь. Если заметили, я уже снял курточку. Потому что, друзья, прям жарко идти. На улице очень тепло сегодня. Несмотря на то, что февраль месяц, еще может пойти снег. В феврале обычно в Крыму выпадает много снега. Красота. Мы и природа. Что может быть лучше? Я даже не представляю. Смотрите, что нашел. В горах просто пасутся лошади. Они не привязанные. Я не знаю, не вижу здесь никакого пастуха. Вот одна лошадка. И вот черная вторая. Просто едят траву на склонах гор. Невероятное зрелище. Этот белый конь вообще напоминает какого-то единорога. Как будто мы с вами попали в какую-то сказочную страну. Давайте попробуем подойти поближе и снять его поближе. Надеюсь, они не испугаются меня и не убегут. Пойдемте. Друзья, подошел к ним максимально близко. Видно, что они не дикие, они бы уже убежали, я думаю. Надеюсь, они на меня не накинутся. У меня в кармане только есть печенье. Сейчас попробую покормить их печеньем. На! Нужно протянуть руку, чтобы он знал, что ты с добрыми намерениями идешь. На печенюшку. На! Держи. На! Ой, вот это агрессивно настроена белая. Это, видать, ее же ребенок маленький. На! На! Бери! Бери! В общем, они любят поесть горную траву. Вот такая красота встречается. На! Как коней зовут? На! На! Держи! Держи! Ой! Взяла еду, печенье. Ой, молодец какая. На еще. На. На. Только руку мне не откуси. Держи. Ой, упала. Вот. Вот. Нет. Вот внизу. Ой, друзья, дайте я поглажу. Можно? О, друзья, дотронулись до лошадки. Вот такие красавицы бывают. На. Вот. Да-да-да, бери снизу. На. Вот. Вот. Вот снизу.
Ладно, лошадка, отойди, а то я боюсь поднимать печенежку, вдруг ты меня еще укусишь за руку. Ой, не пугай меня так. На, вот. На. Вот упала. Блин, друзья, боюсь кормить лошадей, не знаю, они могут руку отцапать. Вот. В общем, вот такие красавицы. Да-да-да, бери, ты почти унюхала его. Ой, не подходи ко мне, я очень боюсь. Дайте я поглажу. Ой, она кусает другого лошаденка за ноги. Я боюсь подходить, конечно, очень близко. Но вот такая красота у нас в Зеленогорье. На! Вот, на! Вот! Вот, лошадка, бери! Вот, бери! Бери! Ух ты, молодец, взяла. Дайте я поглажу. Друзья, просто ощущения непередаваемые. Дайте еще поглажу немножечко за гриву за твою. Ох, какая красота. Друзья, за конюшек лайк ставим обязательно. Вот таких красавцев можно встретить в Зеленогорье, прям практически уже возле водопада. Посмотрите, какая красота у нас, горы. Я не знаю, нет пастухов, никого рядом нет. Чьи лошади здесь пасутся? Возможно, они потерялись. Но если бы дикие были, они бы меня не подпустили. Дайте еще поглажу и пойду. Почешу тебя вот так. Ой, какая крутая. Да, друзья, вот такая красота. Просто нам повезло встретить здесь лошадей. Прям в горах. Накормили их печеньем. Надеюсь, им можно печенье. Ну, это хлеб, можно сказать. И хлеб они точно едят. Красота просто неимоверная. Такие лошадки. Ладно, лошадки, спасибо вам за контент, что вы меня не покусали, не ударили копытцем. В общем, красота, друзья. Смотрите, среди гор пасутся просто кони. Но наш путь лежит вон туда, к подножию гор, потому что там водопад. Так, друзья, важная деталь, чтобы вы не заблудились. Смотрите, здесь впадают такие две большие реки. И куда идти? Либо по тому ущелью прямо, либо свернуть направо. Выбираем ущелье, которое находится справа, вот сюда. Идем вдоль воды в правую сторону. И эта дорога прям к водопаду подойдет. Смотрите, чтобы вы не пропустили и не пошли вон туда дальше по ручью, потому что там водопада уже не будет. Выбираем вот эту дорожку и движемся по ней. Подходим к водопаду. Он оборудован вот такой лестницей деревянной. И вот так вода срывается с вершин скал. Но высота действительно около 10 метров его. И сейчас пойдем туда купаться. Красота просто. Так, давайте попробуем водичку. Вот мы здесь попробуем. Такой ракурс сбоку. Евгений пошел поближе к водопаду. Наверное, купаться. Снял куртку, чтобы не намочить. Но вот такая его высота, чтобы вы понимали, соотношение с человеком, он довольно-таки высокий. Но, к сожалению, водички, друзья, немного. Но это больше, чем в тот раз, когда я здесь был. И сейчас я сверху хочу еще подснять виды. И отправимся с вами уже под эту холодненькую водичку. Вот такой ручей впадает в водопад. Мне всегда было интересно, откуда в водопадах появляется вода. Я читал историю, что одна женщина, когда далеко дошла, говорит, что там выше есть еще водопады, такие же высокие. Но сейчас у нас нет времени туда идти. Ой! И обязательно мы с вами когда-нибудь, я вам обещаю, что мы дойдем до устья этого водопада и посмотрим, откуда все-таки берется эта вода, которая вот здесь течет прямо с гор. Скажите, вам интересно такой ролик посмотреть или нет? Откуда берется вода в водопадах? Вот для себя это было интересно. И надеюсь, что скоро мы сможем дойти прям до конца этой реки и все-таки обнаружим это место. Но пока вот такие виды. Я забрался сверху водопада, чтобы показать вам, как стекает водичка. Здесь, как видим, речка совсем небольшая, такой ручеек. Но виды, которые открываются на это ущелье, посмотрите, как же красиво. Сюда нужно обязательно вернуться весной, потому что вот эти все горы и холмы, они будут покрыты зеленой травой. Здесь будут виды фантастические. Поэтому планируем нашу поход сюда на весну. И как раз
весной мы доберемся до устья этого водопада. Кому интересно посмотреть, откуда берется вода в водопадах, подписывайтесь на канал, потому что я буду дальше продолжать снимать, показывать вам Крым. И мы обязательно сходим до начала этой реки. Вот, друзья, здесь прям скользко и стоять страшно. Вот вода там падает. Давайте прям сверху этого ручья подымемся. Конечно, не повторяйте, потому что очень скользко здесь. Посмотрите, все мокрое, скользкое. Блин, я вам не смогу показать. Уже накрасть там может очень-таки опасно. Ну, в общем, друзья, здесь там видно, как там вода падает. И посмотрите на эту красоту, на это красивое ущелье. Просто потрясающие виды, аж дух захватывает. Я думаю, что давайте здесь запустим квадрокоптер, а после полетов пойдем искупаемся в водопаде. Ну что, друзья, как обещал, иду купаться в этот водопад. Ледопад, говорю, водопад Арпад. Вода ледяная, мне уже холодно. Давай. Ой, доски очень скользкие. А куда я стану? Там нету места. А вон на камни заходи. Так, не подходи близко. Я не подхожу. Потому что я могу подскользнуться. Ну что, друзья, купаемся в водопаде. Посмотрите на его воду сначала. Ой, на меня уже микрокапли попадают.
Все, друзья, вы меня сейчас не услышите, поэтому ставим лайк. Экстремальное купание зимой в феврале в водопаде. Этот парень, он сумасшедший. Все, можно встать еще? Давай, да. Он просто сумасшедший. Вода ледяная. Текай. Друзья, вода просто лед. Но я не мог не искупаться, мы столько шли сюда. Что, Евгений, давай теперь ты в воду. Нет, я точно нет. И вытираемся кофтой, потому что у меня нет полотенца. Ничего с собой нету. Просто жесть. Так, коптер нужно садить. Где он? Да вон он же жив. Да, он на месте. Фух. Все, друзья, вытираемся и отправляемся дальше. Друзья, пока ехали домой, не мог вам не показать море, поэтому ролик еще не заканчивается. Запустил квадрокоптер, полетал над морем, долетел до башни Чабан-Куле. Обязательно продолжите просмотр, потому что будут красивые кадры. На море начался шторм, мы ехали, на море был штиль, ни одной волны, но как видим, начинается такой штормик. Возможно, с стручка будет хороший шторм. Виды, конечно, потрясающие. Заката сегодня такого красивого нет, потому что облака, тучи, но что есть, то есть. С коптера, к сожалению, такая темная картиночка. Снимаю для вас с телефона. Посмотрите на эту красоту, друзья. Вон видно гору Медведь даже. И там на вершине в горах лежит снег. Поэтому нужно мне срочно отправляться в те места, где снег, чтобы показать вам еще немножко зимы. Ну и, конечно же, прекрасное море. Посмотрите на цвет моря. Вон там где-то солнце садится, видите, на горизонте полоса. Конечно, друзья, красота. На шторм я могу смотреть вечно, просто. Я стою на таком опасном участке. Смотрите, вот рядом со мной на днях произошел обвал. Видите, земля обвалилась прямиком в море, поэтому близко к краю не подходите, потому что здесь почва такая земляная, она может легко осыпаться. И вон вдалеке у нас самая крайняя гора, это Меганом, где маяк находится. А вот это посредине, это гора Кабан, на ней находится язык тролля. Думаю, на днях вам его тоже постараюсь показать. Ну и, конечно же, прекрасное море. Просто фантастические волны. Так они здесь, кстати, очень большие. Хотя по камере не скажешь, что они большие. Но сами, думаю, видите, тут буйство стихии. Смотри, как накат волны идет. Красота, друзья. И вдалеке башня Чабан-Куле, до нее 2 километра. Я туда коптер запустил на 2 километра. Это первый мой такой дальний полет. Вот башня наверху, смотрите, за ней горы в снегу просто. Вот это красота, когда крымские горы покрыты снегом. И вон она, гора Аюдак, Медведь. Красота.
что, друзья, вот и подошел к концу наш видеоролик. Надеюсь, он вам понравился. Обязательно поддержите его большим пальцем вверх, напишите свои комментарии, что думаете касательно этого водопада. Конечно же, подписывайтесь на канал и приводите на канал 3 своих друзей, потому что смотреть Крым вместе веселее. Но с вами был я, Александр Михаленко, и уже завтра выйдет новое видео. Всем пока!